По улицам Детройта бродила потрепанная немецкая овчарка. В ее некогда блестящей шерсти появилась седина, глаза потускнели от горя, но в зубах она бережно несла старого плюшевого ослика, потрепанного, выцветшего, последнюю память о прежней жизни. Местные жители часто видели ее в разных концах города. Она никого не беспокоила, не просила еды, просто брела куда-то, словно искала что-то потерянное. И всегда с ней был этот ослик, грязный, потертый, но бережно хранимый, как самое драгоценное сокровище. «Смотрите», — шептались прохожие, она даже когда ест, кладет ослика рядом. Только отойдешь, сразу хватает его и уходит. Никто не знал ее истории. Только старики из дома на углу помнили, как полгода назад умерла пожилая пара, державшая немецкую овчарку. С тех пор собака жила на улице, храня верность единственному, что у нее осталось, плюшевому другу, который, возможно, хранил запах ее прежнего дома. «Знаешь», — сказала как-то маленькая девочка своей маме, глядя на собаку, «мне кажется, она не игрушку носит, а свое разбитое сердце». Фотографии одинокой овчарки с потрепанным осликом в зубах появились в социальных сетях. Люди делились историями о том, как видели ее в разных районах города, как она, несмотря на голод, никогда не бросала свою игрушку. «В дождь она прячет ослика под собой», — писал кто-то. «Закрывает его своим телом, чтобы не намок. А я видел, как она перед сном укладывает его рядом с собой и кладет голову сверху, словно боится, что его украдут», — добавлял другой комментатор. Эти истории дошли до сотрудников местного приюта. Особенно тронула их деталь с осликом, ведь только собака с невероятно любящим сердцем могла так заботиться об игрушке. «Нужно ее спасти», — решила Сара, одна из волонтеров приюта. Собака, способная так долго хранить верность плюшевому другу, заслуживает настоящего дома. В тот же вечер команда спасателей отправилась на поиски. Они нашли овчарку в парке, где она, как всегда, сидела со своим осликом, глядя куда-то вдаль своими печальными глазами. В приюте собаку назвали Верой за ее невероятную верность. Первым делом ветеринары тщательно осмотрели ее. Диагноз был неутешительным: истощение, множество болезней, в желудке обнаружили остатки пластиковых пакетов, всего того, чем она пыталась утолить голод на улице. «Нужна операция», — сказал ветеринар, — «и длительное лечение». Все это время Вера не расставалась со своим осликом. Даже когда ее везли на операцию, она пыталась удержать игрушку в зубах. Сотрудники приюта положили ослика рядом с ее лежанкой в послеоперационной палате. «Посмотрите», – прошептала медсестра, показывая на собаку, которая даже под действием наркоза пыталась дотянуться лапой до своего плюшевого друга. Она боится, что снова потеряет кого-то близкого. День за днем Вера шла на поправку. Ее шерсть начала блестеть, в глазах появился огонек жизни. Но самое удивительное произошло, когда одна из волонтеров принесла ей новую игрушку. Вера вежливо взяла подарок, но тут же вернулась к своему потрепанному ослику, словно говоря: «Спасибо, но настоящая дружба не заменяется новыми вещами». История Веры и ее плюшевого друга разлетелась по интернету. Десятки людей приходили в приют, чтобы познакомиться с удивительной собакой. Но Вера, уже оправившаяся после операции, казалось, не спешила никого выбирать, все так же храня верность своему ослику. А потом в приют пришла пожилая учительница музыки. Она недавно потеряла мужа и жила одна в тихом доме с садом. Увидев Веру, она заплакала: «У нас с мужем тоже была овчарка», — рассказала она сотрудникам приюта. «И точно такой же ослик. Мы всегда брали его с собой в отпуск, это была ее любимая игрушка». Вера, услышав голос женщины, подняла голову. Впервые за долгое время в ее глазах появилось что-то новое, искра надежды. Она осторожно подошла к учительнице, положила ослика у ее ног и прижалась к коленям, словно говоря: «Я дома». Теперь Вера живет в уютном доме с садом. Ее ослик, заботливо постиранный и подшитый новой хозяйкой, занимает почетное место на собачьей лежанке. А когда по вечерам учительница играет на пианино, Вера лежит рядом, положив голову на своего верного друга, и в ее глазах больше нет той бесконечной печали. Говорят, что иногда самые важные уроки верности и любви мы получаем не от людей, а от тех, кто не может говорить. Вера и ее потрепанный ослик научили многих тому, что настоящая любовь не измеряется ценой подарка, а верность не зависит от обстоятельств.
И что даже самое разбитое сердце может снова научиться любить, если найдется кто-то, кто поймет его боль.